Добрый день, мои хорошие! Вы на канале Светланы Лосевой, и это канал о вязании. Предлагаю вашему вниманию праздничный кашемировый жилет. Я расскажу, как его вязать из роскошной стопроцентной натуральной пряжи. Схема узора выглядит вот таким образом. Ширина раппорта 10 петель, высота 10 рядов. Здесь показаны только лицевые ряды. У нас условное обозначение: вертикальная черта – это лицевая петля, горизонтальная черта обозначает изнаночная петля. Смотрите, вот такой прямоугольный треугольник – это две вместе, лицевой с наклоном влево. Круг – это накид. Вот такой простейший узор, очень быстро и легко запоминается, в общем-то, несложно вяжется. Описание вязания, которое будет выложено под видео, девочки, в виде текста, можете пользоваться. Жилет рассчитан на размеры 44-46, если вы любите свободное, и на 48-50, как он на мне смотрится. Ширина изделия у меня 55 сантиметров получилась, длина 57 сантиметров. И, соответственно, плотность вязания после ВТО уже, то есть после стирки, сушки, в 1 сантиметре 1,8 петель, и по вертикали в 1 сантиметре 2,45 ряда. Вязала спицами номер 4. Это плотность узора. Ну, сейчас я вам более подробно расскажу, как я его вязала. То есть вот все, что в этом тексте, так скажем, написано, я вам озвучу и покажу это на самом изделии. Начну я, значит, свой рассказ, конечно же, с пряжи. Я использовала пряжу кашемир. Это пряжа китайского производства. Здесь у нас используется 95% мягкой шерсти кашемир и 5% полиамид. Полиамид – это вот эта дополнительная ниточка, которая все время идет как добавочная к этой пряже. Вес жилета 185 грамм. Понадобится 3 вот таких моточка вот этой пряжи. И понадобится для отделки вот такая бобиночка. Это хлопок с пайетками королевскими. Они называются пайетки в диаметре 6 миллиметров. Вот такая вот пряжа. Каждый раз мне приходилось, девочки, значит, основной узор ажурный вязать, когда я соединяла две вот эти ниточки. Вот эти две ниточки. Вот так это выглядело. То есть этой вязкой, вот этой пряжей я вязала ажурный узор, а для отделки добавочную нить я убирала и прибавляла хлопок. Хлопок соединяла с кашемировой нитью. Получалась вот такая ниточка несколько толще, но старалась подобрать совершенно одинаковым оттенком. Немножко получился хлопок темнее. Вся эта пряжа продается и на Wildberries, и на Озон. Нет никаких проблем ее приобрести. Вот эта шелковистая кашемировая пряжа мне очень нравится. У меня ее много, и я буду, надеюсь, много из нее еще вязать разных красивых вещей. Так, про пряжу мы поговорили. То есть 3 мотка вот этой пряжи и добавочный вот этот хлопок с королевскими пайетками. 185 грамм, повторюсь, ушло на данное изделие. Теперь давайте поговорим про конструктив. Вот таким образом выглядит выкройка данного изделия, данного жилета. Схему я уже вам показывала. Схема узора ажурного. Это 10 петель в ширину и 10 рядов в высоту. Про условное обозначение мы уже говорили. Имейте в виду, это раппорт узора нарисован. Мы используем в узоре 2 раппорта в высоту. Так, а теперь попетельно. Ширина изделия 55 сантиметров, длина
57 сантиметров у меня получилось. Это 48-50 размер, можно оверсайз 44-46 использовать данный размер. Так, для того, чтобы начать вязание, вам необходимо спицы круговые номер 3, это для вязания планок изделия, и круговые спицы номер 4 для вязания основного узора. Здесь у нас узор будет сочетаться ажурная вязка с изнаночной гладью. Вот, то есть будет вязаться следующим образом. Узор по вертикали мы используем 6 рядов изнаночной вязки и 20 рядов узором. То есть у нас получается 2 раппорта в высоту вяжется ажурный узор. И выглядит это вот таким образом. Смотрите. То есть у нас получается начало вязания. После планки я вяжу 6 рядов изнаночной глади, затем 2 раппорта ажурного узора. Снова опять 6 рядов изнаночной глади, 2 раппорта в высоту ажурного узора и так далее. Вот таким образом у нас в высоту повторяется раппорт, он составляет 26 рядов в высоту нашего узора. Так, это я объяснила. На спице номер 3 необходимо для нижней планки набрать 182 петли и связать 4 сантиметра в высоту резиночкой 1 на 1. Затем в последнем ряду необходимо будет добрать 18 петель, чтобы на спицах получилось 200 петель. Переходим на спицы номер 4 для вязания уже узора. Узор вяжем, как я уже только что вам рассказала, 6 рядов изнаночной глади, 20 рядов ажурного узора по схеме. И таким образом чередуем до самого конца. Значит, до проймы мы вяжем от нижней планки 66 рядов вот таким узором. Затем разделяем полотно на спинку перед. У нас на спицах прямые спицы берем номер 4. Продолжаем вязать в такой же последовательности узоры. То есть по узору вяжем еще на высоту 50 рядов. Это наша высота проймы. Затем скос плеча формируем. Это будет 14 рядов в высоту. Ширина плеча 30 петель. И на вырез горловины я отвела 40 петель. Закрываем, формируем скос плеча, то есть закрываем последовательно. Первый раз мы закрываем 6 петель, затем 6 раз по 4 петли. Про высоту я вам все уже рассказала. Более детально вы прочитаете в описательной части. Весь этот текстовый вариант будет выложен под видео. То есть вы сможете спокойно все это дело. Я здесь все подробнейшим образом, даже в сантиметрах, перевела ряды в сантиметры по плотности, используя нашу плотность. В 1 сантиметре 1,8 петель, а вертикальная плотность в 1 сантиметре 2,45 ряда. Вяжется узором на спицах номер 4. Так, значит, оформление выреза горловины по переду. То есть спинка и перед у нас вяжут совершенно одинаково, и различие только в вырезе горловины. Формировать вырез по спинке я начала на высоте 126 рядов от нижней планки. Формировать вырез по переду я начала на высоте 114 рядов от нижней планки. И формировала следующим образом. Закрыла центральные 20 петель, затем закрыла последовательно в каждом втором ряду 1 раз 3 петли, 1 раз 2 петли, 5 раз по 1 петле. Закрывала петли, формировала скос так же, собственно, как и по спинке. Как формировала вырез по спинке? Смотрите, 40 петель распределила следующим образом. На высоте 126 рядов от нижней планки я закрыла центральные 30 петель. Затем последовательно в каждом втором ряду я закрыла 1 раз 3 петли, 1 раз 2 петли. Соответственно,
Я даже сейчас это уже как бы и не озвучиваю. Но, само собой разумеется, каждая половинка выреза горловины формируется отдельно. Это понятно, да? Вначале вяжем одну часть, потом вторую часть. Таким образом у нас вот такая округлая горловина формируется. Остается у вас, девочки, сшить плечи. Про плечи. Значит, вот этот скос можно было формировать, оставляя петли открытыми. Всегда это подчеркиваю. Я так иногда делаю, иногда не делаю. Сейчас я все-таки решила, что мне нужно, чтобы мой шов был более такой, знаете, дает стабилизацию полотна. Вот посмотрите. Вы видите, он не поддается растяжению. То есть вот эта стабилизация в полотне, особенно с такой мягкой нежной пряжи, которая, вы знаете, она вся вот так перекатывается, шелковистая. То есть вот эта стабилизация, она нужна, чтобы хорошо вещь себя вела в дальнейшей носке, после стирок не вытягивалась, как... в общем, я всегда стала применять теперь все-таки шов. Соединяю я с помощью крючка, формирую свой шов с помощью крючка. У меня получается имитация машинной вязки. То есть вот здесь такая строчка идет, видите? Вот такая строчка, с помощью крючка соединяю. Можно по открытым петлям, тоже будет хорошо, красиво смотреться. То есть укороченными рядами формируется скос плеча. И остаются открытые петли, которые также с помощью крючка потом также аккуратно соединяются. И тоже получается небольшой стабилизационный шов. И остается отделка. Отделка у меня осуществляется также по вырезу горловины. И формирую я еще пройму. Смотрите попетельно. Для выреза горловины на спице номер 3 по вырезу горловины я поднимала 94 петли, вязала планку следующим образом. Первые два ряда у меня изнаночные петельки идут, то есть изнаночная гладь. Затем 4 ряда в высоту я использовала, смотрите, здесь такая тоже особенность. При вязании планки обращаю ваше внимание, первые два ряда изнаночная гладь у меня идет, и я и вязала их без пайеток. То есть здесь у меня идет дополнительная нить, вот эта шелковистая, с кашемировой пряжью. Затем я поменяла дополнительную нить на хлопковую нить, и у меня формирование шло резиночкой 1 на 1, 4 ряда в высоту. Вот этой вот пайеточной пряжи. И затем один ряд у меня шел опять изнаночная гладь. Здесь опять я убрала хлопковую нить с пайетками и добавила нашу дополнительную нить, которая идет вместе с кашемировой пряжей. Закрытие также шло по изнаночной стороне, чтобы вот это вот все было так симметрично. Это понятно, да? То есть здесь 2 изнаночные, здесь получается как бы 2 изнаночные, 2 изнаночных ряда гладь. Вот. И вот таким образом это получилось выглядеть. В середине у меня идет пайеточная пряжа, и с двух сторон в окружении изнаночной глади идет формирование без пайеток уже полотно. По проймам то же самое, только различие: на круговые спицы номер 3 82 петли я поднимала, также у меня формировалась вначале. В общем, также, совершенно так же я связала еще по проймам такую же планочку. Они одинаковые. Получается вот такая нарядная, красивая вещь. Совершенно мягкая, абсолютно не колется. Пайетки тоже не колятся. Часть пайеток мне пришлось с помощью крючка сюда вытаскивать на лицевую сторону, потому что там, хотя и с изнаночной стороны тоже достаточно много пайеточек здесь получается. Вот здесь вот видите, я лысый сделала практически все пайетки, с помощью крючка вытянула на лицевую сторону. Этого можно и не делать было. Но мне так почему-то стало жалко, что так много пайеток по изнаночной стороне. И я их перетянула.
Красивое получается нарядное изделие, очень мне нравится, совершенно мягкая, реально роскошная пряжа, всем рекомендую. И, в общем-то, само изделие очень быстро связалось, потому что радовала и вязка, быстро узор, кстати, очень логичный, простой. В схему уже и не смотрела. Первый раз связала первый раппорт, запомнила, и затем уже просто на автомате вяжется этот узор. Для кто много вяжет, меня поймут, вязальщицы, как это важно, да, когда ты на автомате вяжешь и каждый раз в схему не заглядываешь. Убыстряется, наверное, раза в 2 вязания. Быстро вяжется, красивый эффект, нарядная вещь. Ее можно не только под платье, но я вам потом ролик позже сниму. Я уже применила комбинацию одежды с брюками, тоже шикарно смотрится, и белой рубашкой, просто заглядение. Вообще сиреневый цвет очень эффектно смотрится в сочетании с белым чем-то в одежде, поэтому я это вам потом продемонстрирую коротким роликом. То есть это не только праздничная вещь, но ее можно с успехом как-то использовать и для повседневного какого-то похода в гости, там, я не знаю, в кафе, просто на улицу выйти погулять. Приятная вещь, комфортная, теплая и нежная. До новых встреч, мои дорогие!